Доброе утро. У нас с утра кофе, яйца, которые треснули. Нужно доедать. Так что мои тут пасочки. Я вчера уже пробовала. Они невероятно вкусные. Это, знаете, как... Это не паска просто, это десерт. Там столько цукатов. Итак. Ножик. Ну, красотень. Конечно, вот эта вот помадка, я бы, конечно, лучше свою сделала, белую. Она тут очень много лимонной кислоты, прям очень такая кисленькая, фруктовая по вкусу. О. Смотрите, какая красота! Буди-буди, моя хорошая такая первая пасочка. Боже, Юрка проснулся. Получилось. Он как кексик получился. Очень вкусный. Мы сейчас с Юркой собрались в эту новую линию. Так как мы завтра едем в гости, идем тут пройтись буквально недалеко. Хочу купить цветочек красивенький, весенний такой, чтобы пах. Ну, чисто приятно, знаете, с цветочком прийти в гости. Вот, и не знаю, еще подумаю по поводу того, чтобы печь вторую партию пасочек. Вот. Понятное дело, что у меня от них изжога, от булок, от всего такого изжога просыпается. И вчера Маолокс вообще ничего не помогает. Нужно купить все-таки буржоми или поляну квасовую. Вот она мне единственное, что хорошо спасает. Пойдем прогуляемся, аж пупочек видно. На улице плюс 9 у нас, но пасмурно. То дождь, то непонятная погода, конечно. Вот, я надену все-таки зимнее пальто свое, чтобы не замерзнуть. Топаем. Топаем, топ-топ. Лужи такие на улице. Кто-то топает, а кто-то катается. Да, кто-то кого-то укачивает. Кого-то укачивает. Вот, идем в этот цветочек хочу сейчас покажу, какой весенний. На Укрпочте забрала вот такую штуку, заказала подстаканник себе на коляску. Я прикручу, потом покажу вам, как она выглядит. А у нас девочки завтра вообще передают плюс 20-25 на днях. Вы представляете, это будет вообще жара, жарень. Достаем белые кеды. Джинсы, к сожалению, у меня одни. Ничего, скоро влезу в свои старые. Цветочек вот такой взяли. Хотела, как же называла, как я называла его, забыла. Он один остался, а здесь увидела каланхоя, и они прям такие красивые. Вот оранжевый, сиреневый. А может этот вот лучше? Давай посмотрим, достанем. Вот этот вот. Нет, не лучше. Точно? Точно. Нет, так цей же краще, диви. Давай цей візьмемо. Я протру листики эти. Вот, хорошенький. Все. А вот еще гортензия какая красивая. Но мне больше синяя нравится или белая. Вот этот вот хотела, но он один остался. Гиацинт. Гиацинт. Мы пришли с магазина, а Ева не реагирует вообще, спала. Мы с Юрой уже ходили, звали ее, в итоге подошли, думаем, уже все. Уже все. Но нет. Но нет. Скажи, просто был глубокий сон, да? Козявка моя. Вот такой цветочек купила. Очень красивый. Он такой жирненький. Я протру листики потом. Заказала подстаканник. Сейчас буду, не знаю, на какую сторону удобнее. На розетке самый дешевый брала. Там такие подстаканники есть по 500 гривен. Я взяла за 150 с чем-то вместе с доставкой, ну почти 200 гривен обошлось это все. Вот, и я хотела именно вот такой. Вот, чтобы можно было и телефон вставить. Вроде бы качественный материал. Сейчас как-то прикручу. Или Юрку попрошу, он пошел за водой. Заодно мне боржоми купить. Я вот прошлась 4200 шагов. Я понимаю, что с каждым днем мне все тяжелее.
Так это у меня еще, блин, 34-я неделя. А девочки, у которых уже 39-я, как они вообще ходят, я не знаю. Я не знаю вообще. Врачи меня напугали, сказали, вот после 35-й тогда, типа, можешь ныть. А сейчас пока еще это все очень, очень легко должно даваться. Но я теперь вообще так начала уважать и ценить беременных. Это ж, когда в очереди они стояли раньше, ты на них так не смотрела, как сейчас смотришь на своих коллег. Думаешь, ну, она же беременная. Если бы малой бегал рядом, да, там не давал стоять в очереди, то можно было бы там и пропустить, и все такое. Многие же так думали, да. Вот. А оказывается, нет, пропускать надо. Но я, кстати, не пользуюсь этой привилегией, если честно, по поводу очереди и пропускания беременных вперед. Ну, я имею в виду, сама не пользуюсь. Я стою в очереди со всеми. Хотя могла бы. Не знаю, как его тут прикрутить. Это мужское дело, мне кажется. А, нет, все правильно. Блин, так оно же еще и поцарапает, наверное. Или нет? Сейчас закручу. Может, пусть Юрка сделает. Может, какую-то прокладочку, подкладочку сюда придумает. Попрошу его. Ну, короче, эта штука прикольная, и я с удовольствием буду пользоваться. Кума вернется, еще вторую закажу такую. Будем кофе. Будут приезжать пить кофе. И для Юрки тоже удобно будет с обеих сторон, я думаю. Ну, а, кстати, сумка мне прям очень нравится в этой коляске. Это девочки пишут: Карина, почему такая коляска черная? Во-первых, она не черная, а во-вторых, что? А, еще пишут, мне в личку написала, почему не яркая? Как будто она должна быть обязательно яркая, девочки, вы что? Я хотела такую сдержанную, классную коляску, которая не привлекает внимания, вы понимаете? Не кислотную какую-то. Поэтому я вот очень довольна, что заказала именно эту модель. Там и велик продали. Он был маленький уже по росту Юре. Плюс кто донатил, вы тоже принимали участие. Вот, поэтому вот такая красота у меня теперь есть. И я уже очень хочу выгуливать ее. Ева, конечно, сюда мылится, но я ей пару раз запретила, и она уже не лезет. Юра меня отговорил готовить паски, вторую партию, поэтому сегодня, скорее всего, я буду уже, можно сказать, отдыхать. Сейчас буду заниматься влогами, монтировать, выводить, загружать, описание делать. Вот, поэтому сегодня отбой, девочки. Может быть, на неделе еще сделаю. Можно будет, кстати, готовить еще на неделе. Так как я решила не отдавать больше 100 гривен на бумажке, решила сделать сама, девочки. Вот такая банка у меня есть под кофе. И я сейчас делаю дно. Вот это вот будет у меня высота именно формочек для следующих пасочек. Кстати, да, не знаю, я всю жизнь пасочки называю пасха, кулич. Все по-разному называют. Для меня это паска, пасочки. Ну, от формы, понимаете, паска. Поэтому вот делаю формочки для паски. Буду потом клеить мукой. Вот, возможно, еще и степлер понадобится. У меня только-только влог вышел. Не знаю, будут ли девочки писать по поводу того, что можно формы самой сделать. Но я как бы вот сама уже делаю. Когда ты пыталась из себя когда-то в 2016-м сделать бьюти-блогера, в итоге кисточками мажешь муку на бумагу. Девочки, если у вас детки есть, кстати, вместо клея хорошо использовать просто мука, разведенная вот кипяточком. Мы в детстве тоже так делали, разные осенние листики приклеивали. В садике, по-моему, в школе тоже. И вот даже на формы работает. Я сейчас буду дно придумывать. Сейчас все сделаем. Теперь заклеили, порезали, как видите, да? Заклеили дно, первый слой, и сейчас второй слой будет. Тоже заклею, выйму вот эту вот баночку, и пусть оно сохнет.
Вот такие вот получились у меня, блин, как они называются, беременный мозг. Формочки. Девочки, ну этот пергамент, он очень плохой вообще сам по себе. Я зарекалась такой покупать еще. У меня кофе на пальцах осталось от баночки. Очень-очень плохой. К нему прилипает. Чтобы вот я пирожки пекла, значит, маслом смазываю, прилипает. Маслом смазываю, мукой посыпаю, прилипает. Короче, мукой посыпаю, прилипает. Вообще ужасный пергамент. Если не ошибаюсь, это Фрэкенбок. Сидела, Карина сидела и решила сделать пасочки. Только уже по другому рецепту, но он похожий, но немножко не такой. Там масло добавляется сразу в тесто. Ну, короче, я, по-моему, тесто жидкое. Сейчас буду еще смотреть и готовить. На этот рецепт я тоже оставлю ссылку в Телеграме, так чтобы вы сразу заходили и смотрели. Сейчас я уже только остатки замочила, то, что у меня курага и изюм. Вишни уже нет, и ананаса уже нет. Но я не ожидала, что я буду делать, и сегодня на рынок не ходила. Но думаю, хватит и этого. На дрожжи в этот раз я фыркать не буду, потому что, смотрите, какая шапочка, хорошо подошли. Вот. В принципе, я вам скажу, делать, ну, понятное дело, я так просчитала. И, конечно, дома готовить намного дешевле паски, чем покупать, потому что у нас маленькая такая, как я формочку делала, 70 гривен примерно стоит, 60-70. Уже захекалась. Так что буду еще делать. Лишними не будут. Я, может, вахтерши отнесу одну. Может, там соседям еще пораздаю. Вышел влог у меня. Зашла почитать гадости. А вы меня все хвалите. Спасибо большое. Не знаю, что во мне такое включилось. Все руками, все сама делаю. Во-первых, это экономия. Во-вторых, реально я себя стараюсь чем-то занять. Я только что зашла, почитала новости в Одессе. Прилетела, и 3-месячный ребенок умер, и, короче, там все очень жестко. Поэтому как-нибудь все равно стараюсь себя отвлекать. Тем временем ругаю себя, да, ругаю, стараюсь не заходить лишний раз. Вот, нервничаю очень, тонус сразу поднимается. Ну вот, тем временем, как видите, тесто подошло. Нормально, такое красивое, пористое. Сейчас мы возьмем, перемешаем сухофрукты с мукой и добавим сюда. Перемешаем и опять поставим настаиваться. Я просто раньше не помню, чтобы кто-то делал такое жидкое тесто на пасочке. Мама, по-моему, оно немножко, знаете, такое, которое рукой можно взять. А это прям жидкое-жидкое. Ну, попробуем еще такой вариант. Так, следующие пасочки у меня получились. Они еще мягче внутри, мокрее, как кексики, прям как маффины, вот, по консистенции. И такой патриотичный немножко верхушечка получилась у меня. Отдельно делала безешечки вот эти вот. Впервые грела, получается, сахар с белками на паровой бане, а потом взбивала. Кстати, неплохо получается. Попробуйте в следующий раз. Вот, ссылки на рецепт паски, но, если честно, мне вот это вот больше понравилось. Вот эта вот пасочка по тесту больше понравилась. Поэтому, ну, и та вкусная, только по текстуре самой. Оставляю все в Телеграме. Самое основное я забыла просто и вчера, и сегодня яйца покрасить. Ну, сейчас попробую, вот, как видите, крашу тоже. Голубой и желтый будет. Не знаю, покрасятся они или нет, потому что вот почему-то синий не очень хочет краситься. Такое. Просто голубенький.